Добрый день, друзья! Сегодняшняя прогулка будет немножко в ином формате, по крайней мере, ее начало. Первым делом вы увидите меня, впервые, наверное. Собственно, сегодня продолжаем знакомиться с Петербургом, но уже не с его шумной частью, не с центром, а пойдем в такой вот тихий и приближенный к природе островок в прямом смысле и понимании, так как всем известно, Петербург находится на большом количестве островов. Петербург разрезает, и через Петербург протекает множество рек. Собственно, мы у Елагина острова. Сейчас подойду к воротам и попробую показать, какой есть Елагин остров. Второе название — Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова, сокращенно ЦКПИО. Самое близкое и удобное место добраться до Елагина острова — это будет от станции метро Крестовская. Собственно, поднимаемся на Крестовском острове, идем направо и упираемся во второй, сейчас он за спиной, второй Елагинский мост. Собственно, вот мы и перед воротами. Обозвать их центральными или нет, тут смысла никакого, ибо остров можно пройти насквозь, выйти к станции метро Старая деревня и еще пару островов. Хочу отметить, что режим работы остров имеет платный вход по выходным. Как мы видим, с 10 до 8. В будни вход свободный. Запрещается на гироскутерах, самокатах, сегвеях, моноколесах и прочем. Вот мы попадаем на второй, покажем, второй Елагинский мост. Он, как мы видим, деревянный, по крайней мере, имеет деревянный помост. Здесь у нас вдалеке башня Эластоцентра, там метро Беговая. Справа еще вдалеке Петроградка. Сегодня присутствует легкий ветерок. Тоже заранее прошу меня извинить, если будет задувать. Мы сейчас быстренько пробежим через открытое пространство моста, скроемся в густых кронах деревьев. Там, я думаю, ветра будет меньше. Собственно, начну тогда про сам остров. Почему Елагин и прочее. Собственно, как пишут, развиваться остров начал еще вместе с развитием Санкт-Петербурга, но основная такая волна, что ли, развития была только началась в конце 18 века, как раз когда граф, по-моему, Елагину собственность этот остров отдали при Екатерине II. Вот. Ну и следующий, наверное, виток его развития был начало 19 века. Наверное, буду прав, если скажу, что при Павле, и это была некая альтернатива Павловску, летняя резиденция. Вот. Многое здесь делалось для его, получается, матери, да? Марии Федоровне. Так, показываю. Здесь есть вентиляция метро прямо на острове, чтобы понимали, рядом с водой. Некий план
наверное, для детев. Теплоходы. Остров в данный момент является как и парком, где можно прийти отдохнуть, погулять, насладиться природой, так и местом, где происходят всевозможные выставки, вернисажи, мероприятия, концерты. Вот. Собственно, каждый, заходя в парк, может ознакомиться с планом местности. Опа, здравствуйте, белочка. Да. Парк населен величайшим, наверное, количеством белок. Мы их еще не раз встретим. Да уже раз, два, уже две видно. Там еще одна бегает. Собственно, не будем на них отвлекаться. Мы, в общем, сойдя с моста, повернем сейчас направо. Пойдем в восточную часть острова. Здесь красуется бюст С.М. Кирова. Кто он там? Нарком? Не нарком. Вот. И пойдем по... Как интересно туда, но пойдем вдоль набережной. Есть у меня план, и мы будем его придерживаться. Белка номер 3. Давайте считать, сколько белок мы сегодня встретим. Белочка. Кис-кис-кис. Бежит, не подбежит. Оп. Да. Вот здесь белка. Вот здесь. Вот здесь. Белку не обмануть. Белка умная. Белку уже 100 раз так обманывали. Ладно. Обещал не отвлекаться на белок, но как на них не отвлечься? Вот. Сегодня, подчеркну, наверное, что день будний. Людей очень мало. Это, в принципе, нам сегодня и на руку. Так, еще белка у нас тут впереди. Что я там сбился уже? 5-я. Скочит. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Одна из эмблем и символов Елагина острова — львы. До них мы обязательно дойдем, но будут они у нас в конце маршрута. Воочию посмотрим на них. Ой, это еще одна. Как будто у нас одна и та же белка нас преследует. Да? Да, мать? В этом году, кстати, очень много желудей. Дубы. Вот мы можем видеть здесь вдоль дорожки. Все в желудях. На газоне еще их больше. Там у нас утки. Остров тоже разрезан. Еще белки. Мать моя. Как грибов. Да? Да, мать? Просто этот беличий рай, наверное. Белочки и бабушки. Всем здесь хватает. Остров разрезан внутри на пруды, каналы, мостики. Это, можно сказать, еще было вот как раз начало освоения острова графом Елагиным.
Ой, там впереди еще белок. Ладно. Наверное, буду запикивать свой стол по поводу этих грызунов. Но правда, я в таком количестве белок не видел никогда и нигде, как на Елагином острове сейчас. Опять же, пора осенняя, мы видим, начинает падать лист. Красота. Справа у нас Крестовский остров. За Средней Невкой. Да, это вот я уже в одном из видео как-то упомянул про любовь петербуржцев к всему большому и малому, по крайней мере, в наименованиях улиц, там, рек. Собственно, есть же момент, когда Нева делится Васильевским островом на две части, на большую и малую Неву. Может быть, отсюда пошла любовь уже и большой и малый проспекты Василеостровской стороны, Петроградской стороны, Конюшенные улицы, Садовые, простая Садовая и малая, не простая, просто Садовая. А до этого, еще перед Петропавловской крепостью, перед Заячьим островом, где Аврора, там тоже ответвление Невы есть, и там уже речка называется Невка, и она в свою очередь тоже делится на большую, малую, среднюю Невки. Собственно, это тот район, где мы сейчас. Да. Парк достаточно большой, так что запасайтесь чаем, кофем, печенюшками. Время у нас будет, может быть, боюсь представить, на около часа. Что? Собственно, я уже сбился со счета этих белок. В принципе, кто самый внимательный, можете в конце в комментариях написать, сколько было белок. Я тоже посчитаю, когда монтировать буду. Вот мы потом сравним. Так, а мы худо-бедно наконец-то приближаемся к первой точке нашего маршрута. Кстати, тоже интересные объекты. Инженерные. Покажу, как наполнялись пруды внутри парка, внутри острова. Такие шлюзы, заслонки открывались, поднимались. Наверное, весной в большую воду заполнялись пруды, потом закрывали шлюзы, и вода стояла побольше, чем это было. Белки. Вот, что мы видим.
А мы видим музыкальный павильон. Это первая остановка нашей экскурсии. Здание было построено в первой половине 19 века для дежурных офицеров. Однако позже павильон начали использовать для проведения концертов и праздников. Как и многие объекты Елагина острова, дом имеет богатое внешнее и внутреннее убранство, скульптуры, барельефы, вазы для цветов, лепные карнизы и маскароны. За музыкальным павильоном открывается живописный вид на старый английский сад. Так, двигаемся дальше. Зажратые белки. Так, подходим снова к плану. Стараемся понять, где мы, кто мы. Так, мы здесь. Куда нам надо? Нам надо по этой дорожке. Павильон Гауптвахта. Архитектор Росси. Здесь размещалась караульная команда Елагина острова. После пожара в 1828 году здание было отстроено в прежнем виде. Архитектор Шарлемаnem. В 1996 году здание сгорело и будет вновь восстановлено. Угу. Хорошо. Хорошо. Заказывал большой парсел. Китайец, очень вот я просто брал, привозил и все. Ой, там по деревьям. Шух. Дикий. Дикие бешеные белки. Ну, в плане озорные. Вот, дорогие. Какая черная. Прячет. Спрятала. Да, мать? Все, сныкала и забыла.
Сныкала желудь, может прорастет. А может зимой откопает, съест. Но это не точно. На горизонте у нас начинает вырисовываться следующая точка. И, наверное, самое главное на Елагиновом острове. Ну вот и перед нами предстает во всей красе Елагиноостровский дворец. Это бывшая летняя резиденция императрицы Марии Федоровны, построенная в качестве альтернативы Павловского дворца. Авторство принадлежит Карлу Росси, для которого проект ознаменовал «Звездный час». Из обветшалой усадьбы графа Елагина и территории, прилегающей к ней, был создан великолепный дворцово-парковый ансамбль, ставший образцом петербургской архитектуры тех времен. Площадь здания увеличилась за счет надстройки третьего этажа, купола и анфилады. Первый этаж был отдан под покои императрицы, на втором располагались комнаты для гостей, а на третьем находилась домовая церковь во имя святителя Николая. Елагиноостровский дворец стал эпицентром роскошных балов и изысканных обедов столичной знати. Сюда приглашали иностранных гостей и коронованных особ. Во времена Николая I Елагин остров завоевал звание самой модной резиденции. А перед самым дворцом, собственно, находится масляный луг. Попробуем снять, но нам мешает. Ну, люди взрослые все поймут. Вот и одни из тех львов. Камень, непонятно. Поднимемся. Какие-то работы ведутся внутри дворца. Сосед с перфоратором там гомонится. Вот эти всегда нравились штуковины. Честно, не знаю, как правильно называются. То есть там на карете подъезжали, прям заезжали сюда. Карета останавливалась около входа парадного. Знать выходила. И дальше опять съезжала по такому пандусу. Пандус, наверное. Там мы видим вдалеке и справа еще два здания. О них чуточку попозже. Пару слов скажу.
А мы двигаемся к самой восточной точке Елагина острова. Сразу забегая вперед, мы пройдем с востока на запад через весь остров. Опять же, повторюсь, не знаю, сколько у нас займет времени. Может быть, час. Так что прошу наслаждаться осенним Петербургом, осенними кленами. По-моему, они самые желтые сейчас белочками. Конечно же, вот они. Вспомни. Так. Тут перекрыто. По газонам ходить не будем. Наверное, не ко времени будет сказано, ибо это весной. Вот белка как раз пытается тут зарыть очередной желудь в клумбе. А клумба, собственно, да? А клумба-то для цветов. И весной на Елагином острове ежегодно происходит фестиваль тюльпанов. Не знаю, сколько тут сотен или тысяч сортов, тысячу, наверное, загну. Сотен сортов высаживаются всевозможных. И вот на этих клумбах только что белка пыталась зарыть желудь. Желуди прорасти там, ясно дело, уже не судьба. В принципе, как и быть съеденным. Ибо белки ничего пташки не помнят, где и что они прятали. Такие вот рыбки Дори в царстве Грызуну. Там белых формы бывали? Собственно, здесь мы, приближаясь уже к восточной части острова, можно сказать, видим каменный остров. Там ли или нет была дача Строгановой. А здесь-то, слушайте, чуть мимо не прошли. А прошли бы мимо и не вернулись. Здесь есть дуб. Да, дуб непростой. Был бы, конечно, золотой, но нет. Собственно, какой-то замечательный дуб. Сейчас подойдем. Памятник живой природы. Дуб более 300 лет, которому такой вот гигант, размашистый, раскидистый. Всех белок здесь кормят в парке. Такие замечательные, кстати, кормухи наделали в виде бочонков. Тоже развешаны по всему парку. А белок, правда, ну тут на широком угле не все белки попадают в кадр, но у меня боковым зрением я вот это мельтешение в траве замечаю и отвлекаюсь на все это. Это все белки. Вот
Не рассказывайте это охотникам. Тут белки без глаз останутся. Такие парочки влюбленные. А ты белка, слушайте, она так на меня смотрит. Со взглядом типа есть что, если найду. Я по газам. Белки из 90-х. Мы подходим к нашей третьей точке маршрута, основной точке. Конечно же, это не трактор. Сначала подойдем к воде, развернувшись воочию в полном масштабе, любуемся. Там впереди у нас мост через Невку. Это район станции метро Черная речка. Собственно, место тоже знаковое. Про Пушкина все слышали. Итак, мы оказываемся у небольшого павильона. Он также входит в дворцово-парковый ансамбль Елагина острова. Постройка представляет собой прямоугольное здание с открытой ротондой. Изящный дом имел символическое предназначение. Когда в летней резиденции оказывались члены императорской семьи, тогда над куполом павильона поднимали флаг. Посетить это место непременно стоит из-за замечательной панорамы, как мы уже видели, на Каменный остров. Очень красиво. Стоим прямо в центре и можем слышать эхо, реверберации со всех сторон. Я себя слышу 3 раза. Если здесь стоять где-нибудь шептаться, например, здесь с уголка, эха нет, но человек, стоящий в центре, будет все прекрасно слышать. Все желуди. Ну а мы идем дальше.
опять Белкины и птичьи столовые. Ух, тут шорох был, эта белка только что с лиственницы на дуб перепрыгнула. Вон там бежит. Что, все побежали? Я побежал. Да? Нет? А нет. Ничегошеньки нет. Наверное, про парк такие маленькие ремарки. Есть как дорожки асфальтированные, ровненькие, где можно на роликах кататься. Так есть и вот дорожки достаточно грунтовые, каменистые. Ближе к природе, что ли. Так, очередной шлюз. Очередной шлюз. А слева у нас там пруд. Птичник. Птиц, правда, не видно. Пойдем по левую руку его обойдем. Нам надо обратно к дворцу выйти. К лебедям там не подойти, а тем временем они переплыли на ту часть пруда, где их обычно посетители парка кормят. Гогочет там уже вовсе. Сейчас подойдем. Лебеди, как все это простые. Белые гуси. Громкие до чего. Кстати, знакомьтесь, лысуха. Как я их называю, плавающая курица. Собственно, чем не контактный зоопарк? Буквально. Какой? Вот, собственно, птичник местный. А мы. Так. Тот павильон с ротондой был третьей нашей точкой. Мы приближаемся к четвертой. И по совместительству к пятой. Новогая. Хотя хороший вид. Угу. Ладно, как-нибудь снимем. У нас в кадр попадет. Не знаю. Так, все деревьями закрыто. Собственно, у нас был план, мы его придерживаемся. Я выбегаю на Масляный луг, разворачиваюсь и выдаю основную информацию. Это пока были спойлеры.
ветер внезапно. Это точно не по плану. Еще раз. Дворец. Получается, мы сейчас его обошли с правой стороны, сделали круг и вышли к нему опять. Как я обещал, вот один из. Вот мы и видим кухонный корпус. Это небольшое полукруглое двухэтажное здание со скульптурами античных богов и героев. Название корпуса говорит само за себя. Здесь готовили еду для императорской семьи и всех гостей дворца. Примечательно, что здание было построено таким образом, чтобы лучи солнца никогда не касались помещения, в котором хранилась и готовилась еда. Поэтому достаточно обоснованным оказалось решение перенести сюда экспонаты Елагиноостровского дворца-музея. Можно Григорий, лето. Не только аллегории, но и греческие боги. Античная мифология. Артемида. Пудожский камень. 1822. Так, знакомьтесь, Аполлон. Видели мы тут одного Аполлона в Павловском парке, в Филаде. Это в Шоцах я показывал. Так, был 4-й. Это уже 5-й наш объект. За кухонным корпусом находится главное здание бывшего оранжерейного хозяйства Елагиного острова, в котором хранилась коллекция экзотических растений. Здесь же впоследствии располагались комнаты для наследников и высокопоставленных лиц. Сейчас в здании расположился музей художественного стекла, где представлены более 700 художественных изделий из стекла и хрусталя. Для посетителей в залах корпуса работают специальные сенсорные экраны и плазменные панели, в которых содержится информация об истории стеклоделия и основных техниках обработки стекла. Очередная рыжая. Вечно голодная белка. Так, здесь у нас тыльная часть. Так, заглянем, что у нас там. Хрусталя какие-то. Ах, точно, здесь же было стекольное производство. Тайные секреты стекольного производства тут хранят. Можно сказать, тут мы воочию видим, как могут выглядеть петербургские крыши с мансардами, мансардные этажи. Только здесь оно на первом. Но вариант исполнения, да, вот так оранжерея стала квартира.
Что за ветер поднимается? А мы движемся дальше. Опять же, вот эти клумбы. Весной здесь тюльпаны. Памятники архитектуры какого-то там века, как и все в Петербурге, конца какого-то там века. Ладно, покажем, зайдем. Собственно, здесь какая-то такая ретроспектива. Советский Союз, площадка, такая танц, что ли, площадка. Выходные дни. Играет советская музыка. Возможно, даже пляшут люди. Чем-то подкрепляются. Хотя здесь кассы. Интересно. Потому что мы не были, а вы были. Пожалуйста, не уходите в другой этот вход. Ага. Да, вы будете. Да, да. Китайские туристы. Нет, я думаю, что ничего не висит. Да? Нет, да. Четыре. Пятая точка нашего маршрута. Конюшенный корпус, также составляющий дворцовый ансамбль Елагина острова. Столетия назад здесь размещались свита императрицы Марии Федоровны, камер-казаки, конюхи, которые ухаживали за императорскими лошадьми. Несмотря на непарадное предназначение помещения, корпус представляет собой уникальное архитектурное сооружение. На данный момент в залах проходят различные выставки, посвященные декоративно-прикладному и изобразительному искусству. Вот такие вот конюшни. Даже подозреваю, что эти окна, двери, возможно, даже и не были просто окнами. Это были ворота в конюшне. Так, там restoration. Не пойдем. Ну и выдвигаемся в западную часть острова. Вокруг острова парка. Нам так роднее и ближе. По пути нам встретятся уже современные объекты для развлечений.
Правила детей, конечно же. Для взрослых тут перекусы. Собственно, почти рекламы, но нет. Петербургские пышки. Собственно, некий, что ли, бренд Петербурга, да? Не пончики, а пышки. Чувствую разницу. Так. Тут у нас масса вариантов, по какой из дорожек идти. Но по какой бы ты ни пошел, ты все равно идешь. Статуи великих, да? Как здесь можем заметить, эта часть острова уже более какая-то густо заросшая, более заросшая кустарником, папоротником, то есть чем-то низко растущим. Соответственно, здесь как будто бы почти нет дубов. Соответственно, почти нет белок. Хотя вот на горизонте вижу там у кормушек. Так и зимой белки-то особо тут в спячку не впадают. Может и не все, ибо зимой белок встретить тоже можно. Также вот у кормушек что-то подгрызает. Ну, вот посмотрите, черная белка с белым брюшком. Класс. Да? И рыжая белка. Ничегошеньки не боятся. К людям приученные. Грызут себе, грызут. Тут вот у них такая столовая. Так, мы идем искать, кого бы вы думали. Вы никогда не догадаетесь. Но это будут олени. Мы идем искать оленей. Северных оленей. Да, вот тут такие таблички были. То есть откуда мы сейчас пришли, был музей художественного стекла. Там, где раньше была оранжерея, вследствие покои. Там у нас стеклодувная мастерская. Ага. Очередная навигационная штукалянция. Веревочный парк направо, налево дворец. Как ни странно, пахнет шашлычком. Ух ты, бах ты. Тут у весны второй приход. Вы видите, целая поляна. Что, крокусы это, нет? Внезапно цветут второй раз. В лесу раздавался звуки дровосека. Так.
Кого? Сомнение. Я потерялась. Гадя Петрович хреново. Очередная гигантская клумба, готовая к весеннему сезону 2024. Так. Ну, собственно, веревочный парк не самоцель. Специально мы искать не будем. Вот материал. Где-то здесь, скорее всего, правее. Зоопарк мы должны, по крайней мере, я определить по запаху. Вот, кстати, про покрытие, да, говорил же. Есть асфальтовые, есть дорожки, а есть такие вот тропинки, можно сказать, с лавочками, скрытыми от глаз, ладно, с видом на воду, уточек. Собственно, к чему? Потому что каждый может себе найти по душе маршрут прогулки по Елагинному острову. Смотрите, там у нас на той стороне какая-то в греческом зале тоже какой-то павильончик, какая-то, не знаю, верандочка, что ли, какая-то. Есть на Лагинном острове лодочная станция. Можно взять как лодку, так и катамаран. Двухместный, как правило. И покурсировать. Так, очередная белка. Белка. Я знаю, где ты прячешь. Будет перепрятывать. Вот и точно. Собственно, можно взять лодку, можно взять катамаран и походить по здешним прудам. Между собой все они связаны. Над ними мосты. Очень романтично, как мне кажется. Так, мы как раз приближаемся к западной части. Западная часть выходит на Финский залив. И тем самым становится все ветренее.
Дядька какой-то белый. Что это у нас там может быть? Да кто бы ни был. Очередная древность. Вот, становится все ветренее. Такой парадоксальный человек. Бортики для, не знаю, уток, что ли, деревянные. Главное не упасть самому. То у нас прогулка из надводной превратится в подводную. Ага, опять звуки дровосеков во дворце. Сосед с перфоратором. Здесь у нас... Здесь я приношу извинения. Маленькая склейка была. Пришлось прерваться, ибо вот сейчас чуть-чуть слышно еще звуки бензопилы. Какие технические службы ведут работы по очистке парка. То есть от каких-то старых, на мертвых деревьев, засохших. Так, мы, по-моему, оленей-то как раз нашли на подходе. Здесь у нас ослик, который кусается, которого просят не кормить, но его, конечно же, кормят. Здесь фазаны, просто великолепнейшие. Ну, это, наверное, для детей интереснее. Здесь кролики. Ой, нашел. Что ты съел? Дай морковку. Павлины. Больше этого вида. Самки павлина, да? С хвостов, хотя... Голуби. Прям павлиновые. Ну, курица, да, курица. Еще здесь. Тем временем у нас вообще дождь начался. Маруся, один капитон. Какие-то курицы траводеланные с мохнатыми ногами. Индюки. Это, наверное, неинтересно. Надо прятаться. Какой индюк. Такой съесть может. Как минимум клюнуть больно. Мы добрались до оленей. Ура! Олени. Ну, конечно же, белки. Просто так, фокус на оленя.
Рогатый. Рогатый, товарищ. Ветвистые. Все как полагается. Олень есть олень. Здесь козы. Козы и розы. Да? Коза. Дереза. Собственно, все для детей. И веревочный парк. Ура! Нашелся. Так. Имеется и пляж. Но пляж не, скажем так, в традиционном понимании, что это песочек. Называемый травяной пляж. Где летом в солнечную жаркую погоду можно прийти и позагорать. Собственно, с той стороны, опять же, мы в Средней Невке, Крестовский остров, дорогущие, большущие яхты моторные, неприличное дорогое жилье. Не знаю, сколько я уже прошел. И по времени, и по километражу. Но я уже так достаточно крепко проголодался, так что берите с собой бутерброды перед посещением этого острова, чтобы здесь устроить себе пикничок. Можно и здесь на острове, здесь есть шаверма, в виде там пышки или кафешки или что-то еще. В принципе, голодными-то не останетесь, но всегда приятнее взять с собой, наверное, бутер, термосок с горячим чаем или чего покрепче, погорячее. Вот. И провести денек гуляем по этому прекрасному парку. Хоть и город здесь тебя никогда не отпустит. Слева мы видим Зенит-арену. Это нашу летающую тарелку, приземлившуюся вечно. Собственно, ощущение города, конечно же, не отпускает, ибо вокруг острова оживленные дорожные артерии.
Но, тем не менее, все равно природа, зелень, живность, вода. И их сочетание, оно дорого стоит для жителя. Это такой парк, можно сказать, в черте города, пешей доступности от метро. Как я и говорил, 2 станции метро рядом, Старая деревня и Крестовский остров. Вот, и так потихоньку мы дошли до западной части, до западной стрелки, не побоюсь этого слова, Елагина острова. Здесь ветрено. И опять львы, те самые, которые я вам обещал. Замечательная лесенка, по которой можно спуститься к воде или посидеть на ней. Здесь место, где замечательные виды на закаты. Конечно, раньше были замечательней, когда отсутствовал западный скоростной диаметр, отсутствовал Яхтенный мост. Сейчас еще на горизонте у нас Лахта-центр. 3 флагштока парка 300-летия, на которые с завидной частотой поднимаются 3 флага ансамбля Елагина острова. Пристань Солевами. Львы, конечно, красавцы тищи. Что есть. Есть. Буду тогда на этом закругляться. Прошли через весь остров. Вырвались из шумного и каменного Петербурга в Петербург парковый. В очередной раз подтверждаю тот факт, что Петербург разный, и Петербург для каждого будет таким, каким он захочет. Вот. Подписывайтесь на канал. Буду рад, если захотите следить за моими прогулками, прогуливаться со мной. Всего доброго.